Здравствуйте, товарищи! Рады видеть вас на «Авроре». Меня зовут Кирберева Катерина, экономист. Сегодня мы разговариваем с Ларисой Георгиевной Барановой-Гонченко, советским литературным критиком, и с Евгением Юрьевичем Спицыным, известным историком. Здравствуйте, товарищи! Да, здравствуйте, добрый день. Сегодня разговор пойдет об острых проблемах нашей культуры в современных исторических условиях. Мы уже говорили об этом в прошлый раз. Лариса Георгиевна, в прошлый раз вы неоднократно обращались к имени Пушкина. Скажите, пожалуйста, это дань советскому образованию или это наше будущее? Что это такое Пушкин сегодня? Не случайно существует вот эта знаменитая фраза, которую когда-то очень хорошо слепил, можно сказать, в мраморе Аполлон Григорьев: «Пушкин – это наше все». Но, с одной стороны, это такой тоже памятник словесный, а с другой стороны, он требует объяснения, конечно, да. Но мы, конечно, живем вот все время с этой мыслью, которая нас сформировала, что Пушкин – это наше все. Во-первых, Пушкин – это, как его называли, благодатный гений. Мне очень нравится мысль знаменитого нашего философа и литературоведа Петра Васильевича Полиевского, вы его знаете хорошо, который назвал Пушкина уравновешенным гением. Это очень важно, потому что для нас со словом «гений» связаны некоторые капризы, психические чудеса, отклонения от нормы и так далее, и так далее. Пушкин – уравновешенный гений. Вот поэтому к Пушкину мы обращаемся вообще для нас Пушкин – это начало истории, вообще, если говорить, да? Не просто начало русского языка, а даже начало истории. И каждый период истории Пушкин подтверждает какую-то свою необходимость и нужность. Вот сегодня мы говорим довольно часто, мы вспоминаем, слава богу, к этому уже припали и наши дети, которые расслышали, расчухали, что такое клеветникам России. Ну просто абсолютно, правда? Вот вы историки, да. Это абсолютно актуальный, прежде всего это документ, да, за который он заплатил, кстати, кровью, потому что, говорят, Пушкина не знали в Европе. Пушкина знали в Европе. И прекрасно знали. Прекрасно знали. Клеветникам России было переведено на французский, по-моему, на английский и на немецкий, кажется. То, что на французский точно. И отсюда и пошла вот это. Они поняли, кто такой Пушкин. Да. И они поняли отношение к Европе. Но, кстати говоря, Пушкин был необыкновенно еще, чем он нас привлекает всю жизнь. Что такое вообще Пушкин? Это бесконечная тема. Даже вот я испугалась. С одной стороны, я рада говорить о Пушкине, но я испугалась, потому что Пушкин необъятен. Да? Он необъятен. Пушкин – это воплощенное благородство. Он к Европе относился с пониманием глубоким, с огромным уважением, потому что он взял от Европы все, что смог. Я вот не поленюсь, и думаю, что и для вас это будет некоторая, может быть, новая такая информация. У Петра Васильевича Полиевского есть статья, которая называется «Пушкин в движении европейского сознания». Вот что он здесь сделал в этой статье? Как он вообще это? Он очень коротко писал. Его даже защищать докторскую ему не давали. Говорят, вы слишком мало пишете. Но он писал гениально, Петр Васильевич Полиевский, кстати говоря. Он выводил математические формулы. Вот смотрите, что он пишет. Если расположить на карте Европы национальных гениев ее литератур, то получится некий эллипс, он говорит. Да? Вот что это такое за эллипс? Начинается, значит, это расположение по часовой стрелке с юго-востока в Греции, 7 век до новой эры, идет дальше южные границы на запад через Рим до новой эры, Вергилий и Гораций, приостанавливается до появления Данта, конец 13-го, начало 14-го, движется дальше к Португалии, это Камоэнс, Испании, Сервантес, начало 17 века, поднимается на север к Англии, это Шекспир, поворачивается снова на восток через Францию, Корнель, Рассин, Мольер, Германию, Гёте и завершается в России Пушкиным, 19 век. Пушкин является последним в этом созвездии. Он как бы замыкает движение, возвращает ее к классической Греции. То есть Пушкин – это воплощение всей, так сказать, переосмысления и осмысления всемирности, ну и в первую очередь европейской, конечно, культуры. Да? Ну, да. Когда Пушкин уже, так сказать, пригляделся, а ведь он не выезжал за границу.
Он сидел дома и все видел, и все понимал. Но когда он пригляделся к новому свету под названием Америка, он сказал, что это полное безобразие, и ничего кроме комфорта им не надо. Комфорт написал по-английски. Комфорт. С презрением. Вот в этом тоже велик Пушкин. Пушкин презирает богатство. И в стихотворении «Моя родословная» Пушкин пишет: «Я не якшаюсь с новой знатью, я спесь и кровь угомонил». И все время говорит: никакой я не асессор, не профессор и не дворянин, я просто русский мещанин. Пушкин чувствует себя частью народа. Отсюда его, вот я на этом остановлюсь, потому что Евгению Юрьевичу надо дать возможность говорить. Для меня вы все-таки собеседник как бы Спасибо, да. вверх уважаемый. Но я скажу еще одну фразу. За что нельзя не любить? Вот можно ничего не знать, но прочитав стих, зная, что все-таки он дворянин, конечно, там какое дворянство. Да, причем он из... Мой предок Рач из мышцы бранной святому Невскому служил. Да все у него, конечно. Да и потом боярский род Пушкиных, он входил в самую высшую элиту московского государства. Да, Я просто напомню, что был такой Георгий Карлович Каташихин, беглый подьячий посольского приказа, и он оставил мемуар под названием «Россия времен Алексея Михайловича». И он там раскрыл тайны мадридского двора и сказал, что вообще-то Россией управляют всего 35 аристократических родов. Первой и второй статьи. Значит, боярами первой статьи были 15 человек, вернее 15 родов, а боярами второй статьи были 20 родов. Это старомосковские бояре и князья Рюриковичи, Гедеминовичи. И он там перечисляет, кто это: Голицыны, Долгоруковы, вот, Лыковы, Шереметьевы, ну и так далее. И в том числе Пушкины. Понимаете? То есть у него действительно была родословная, что ни на есть, да. Но при этом он говорит, что ему икшаться... А он просто русский мещанин. Да, ему говорит. Икшаться, да, не хочется с этой и говорит так он называемой... это очень сознательно, да? Да. Ну, а для такого, может быть, читателя, для его первого там знакомства с Пушкиным нужно понимать, нужно осознать, что такое Пушкин по отношению к своей Арине Родионовне, да? Единственный случай в мировой литературе, когда человек пишет «подруга дней моих суровых», «голубка, дряхлая моя», подруга, да. Он ее называет, да? Он пишет это к своей крепостной крестьянке. Такого в мировой литературе этого нет. Не случайно вот у либералов вызывает это до такой степени раздражение, да, что я даже помню отвратительную совершенно рекламку, ее потом сняли, правда, кому-то все-таки кто-то образумился. Девочка была, чья-то, видимо, дочка богатого человека, которая говорила: «Подруга дней моих суровых, сосиска вкусная моя». Вот они все строят на пересмешничестве вот этом. Сегодня эти кэшбэки, ВТБки, вот это полное безобразие. Ой, это реклама совершенно мерзопакостная. Потому что они не могут понять, почему. Вот весь Пушкин, это не случайно Достоевский говорил, по-моему, Достоевский говорил, что Татьяна в Евгении Онегине – это сам Пушкин. А ведь что говорит Татьяна в своем последнем слове Евгения Онегина? Она говорит, что ничего нет дороже вот этой могилы, креста над бедной няней моей. Опять это Пушкин, потому что он говорит это про себя. Вот такой Пушкин. Вот еще раз говорю, о Пушкине можно говорить бесконечно. Да, вы знаете, я поддержу тональность нашего разговора, которую вы задали. Я помню в свое время, где-то незадолго до развала Советского Союза, у маршала Язова брали интервью. И его журналист в том числе спросил: кто ваш любимый поэт? И он назвал Пушкина и Лермонтова. И дальше идет комментарий. Ха-ха-ха. Тупой генерал, который, значит, выдает обычные привычные штампы, поскольку кроме Пушкина и Лермонтова со школьной скамьи он никого не знает. Слушайте, я Дмитрия Тимофеевича знал лично. Знал его хорошо. Он не просто сам писал стихи, он наизусть знал всего Евгения Онегина и читал целыми кусками, уже будучи в довольно преклонном возрасте. И вот я
чем старше становлюсь, тем все больше и больше ощущаю спинным мозгом, насколько велик Пушкин. Вот будучи школьником, студентом... А мы с ним растем да, вместе, да, и вырастаем. юношей, да. Я как бы относился, да, к нему с уважением, с почитанием и так далее, но я не понимал всей глубины Пушкина вообще как общественного деятеля, как государственного деятеля, как действительно солнце русской поэзии. Потому что он многолик. Он не только великий поэт и выдающийся литератор, но он еще был блестящий историк. Слушайте, его история Пугачевского бунта, она до сих пор считается эталонным историческим исследованием, которым всегда пользовались профессиональные историки. Понимаете? Дальше. Его поэзия, общественно-политическая поэзия, те же клеветникам России. Или, например, то, что он ответил в своем письме в заочном споре с Чаадаевым. Да, клянусь Богом, что я бы никак, на свете не переменил бы Отечество. Вот. Хотя многое, говорит он вначале, мне не нравится в нашей общественной жизни. И дальше он опять-таки, вот возвращаясь к Европе, что значит, издыхающая Русь остановила нашествие монголов на самом краю Европы и спасла тем самым просвещение, то есть эпоху просвещения будущую. Но Европа по отношению к России всегда была столь же невежественна, сколь и неблагодарна. Понимаете? Он понимал суть Европы как явления, в том числе культурного явления, при этом не отрицая или как бы не уничижая ее в культурном плане. Конечно, конечно. Потому что действительно он был в том числе и наследником античной культуры, и европейской культуры и так далее, и так далее. И Шекспира называл отцом нашим. Ну, конечно. Потом заметьте, вот то, что мы говорим про клеветников в России. Вот почему-то в советской школе не принято было это стихотворение включать в школьную программу. Я понимаю, это был чисто политический акт, поскольку не надо было будоражить наши довольно тяжелые исторические отношения с поляками. Да еще были сильны вот эти связи как бы с союзниками. Да, потому что Польша, Польская Народная Республика, наш, член социалистического лагеря, а здесь мы... Ведь это же стихотворение был очень яркий публицистический ответ тем самым французам, которые возбудились по поводу польского восстания 1931 года и подавления этого польского восстания. И там, значит, витийствовала вся эта либеральная западная публика, там собирались шумные заседания парламента, где, как и сейчас... Евгений Юрьевич, перебью. А вы помните, что Вяземский как назвал эти стихи Пушкина? Он сказал, это шинельные стихи, ну то есть грубые, да. Потом прошло время, и Вяземский написал примерно то же самое, только слабее. Ну да. Вяземский осознал, что... Ну, конечно. А так ему казалось, что Пушкин как-то отступил от настоящей поэзии. А начинается-то это как стихотворение «О чем шумите вы?» Да. Народные витии. «Зачем анафемой грозите вы России? Что возбудило вас? Волнение Литвы? Все как сегодня. Оставьте старый спор». Это славян между собой. Домашний старый спор, уж взвешенный судьбою, которого не разрешите вы. Вот 200 лет назад это было написано. Да, и все. Почему мы и говорим, что Пушкин наше все? Это великие стихи, актуальны как никогда. Вот к любому этапу нашей отечественной истории, так сказать, обращайся, и ты всегда найдешь... А Петр Васильевич Полиевский вообще всегда говорил, Пушкин наш главный идеолог. Да, Пушкин... И вот когда я разговариваю с молодыми коммунистами, я говорю, как вы считаете, кто у нас главный идеолог? Ну так, это так сказать, на засыпку. Ну, называют каких-то серьезных людей, когда я говорю, Пушкин наш главный идеолог, тишина. Сначала недоумение. Но для того, чтобы это понять, нужно действительно... жить рядом с Пушкиным, в общем, да, все расти с ним, понимаете? Мы с ним растем. Да, и вот эти вот, вот я говорю, вот как не начинаешь говорить все время его строки, да, два чувства дивно близки нам. В них сердце обретает пищу, любовь к пепелищу, любовь к отеческим гробам. Без них душа была пуста, как аравийская пустыня, и как алтарь без божества. На сём стояла век от века
самостояние человека, самосознание его. Понимаете? Вот насколько глубинно, поэтически он выразил суть и смысл вообще идеологии формирования человеческой личности. Самосознание и самостояние человека. И вот мы сейчас только стали подходить к пониманию этого. Опять, то, что было изничтожено при Горбачеве, а затем и во времена ельцинского лихолетия. И сколько нам говорили о том, что да нельзя никакую государственную идеологию устанавливать, да надо воспитывать всех в представлении о том, что люди должны просто жить нормально, питаться хорошо, ходить в красивые туалеты. Комфортно жить. Комфортно жить, понимаете? То самое слово, которое ненавидел Пушкин. Да, комфорт. Да. Понимаете? Поэтому, конечно, обращение к Пушкину, оно не случайно, и он действительно наше все, и всегда, и в его поэзии всегда, в любом возрасте будешь находить какие-то новые грани, которые будут высвечивать не только творчество этого великого человека, но наше собственное бытие, и отвечать на многие те вопросы, которые для нынешних поколений являются, например, тупиковыми. Они не могут найти выхода, условно говоря, из той ситуации, которая сложилась. Почитайте томик Пушкина, и вы обязательно найдете там ответ на сегодняшний, Евгений Ильич, теперешний. как хорошо, что вы вот читаете Пушкина наизусть и помните его. Очень важно, одну еще очень важную вещь сегодня. Сегодня, когда все как бы необходимо модернизировать, все довести до какого-то другого, так сказать, градуса и так далее, и так далее. Никто не хочет простоты. Пушкин прост. И в дневнике у него есть замечательная запись. Тонкость, а все же считают себя модернисты, постмодернисты, это тонко. Это тонко, поэтому это интересно, поэтому это модно. Он пишет, тонкость не есть признак ума и не есть признак гения. Гений, как правило, простодушен и откровенен. Потрясающе. Каким и, собственно, был всегда сам Пушкин. Он не простоват, он прост. Но достичь этой простоты можно было только каким-то чудесным образом, когда вот мы живем каждый день с его какой-то... Все время вспоминаешь Пушкина. Все время, да, вот по любому поводу, между прочим. Лариса Георгиевна, Евгений Извините. Юрьевич, какие произведения нашим зрителям, слушателям вы порекомендуете почитать? Понятно, что можно взять там томик, начать читать все подряд, там собрание сочинений. Давайте 5 произведений, которые вы говорите, вот это должен знать каждый человек. А ты имеешь в виду поэтических? О любых. А ты знаешь, дело в том, что тут нельзя дать какую-то оконченную формулу, потому что для каждой возрастной группы будет интересен и понятен разный стих, понимаете? Конечно. Вот для людей, например, нашего возраста и круга, «Клеветники России» – это самую сердцевину. Да. А вот ребенку, Для школьнику, пятиклассника нет, потому что он еще не осознает. А для пятиклассника он что? не поймет. Но, Евгений Юрьевич, Катя задала очень правильный вопрос. Правильно, да, конечно. Потому что надо с чего-то начинать. Вообще, если начинать с Пушкина в детстве, то все будет хорошо. А вот если миновать Пушкина, то неизвестно, что будет. Поэтому, конечно, надо начинать... со сказок я не говорю. Сказки все читают. Надо начинать с «Капитанской дочки». Потому что в «Капитанской дочке» потом уже и Гоголь формулировал, там сформулирована какая-то действительно идея России. Вот Гоголь сказал об этом так: простое величие простых людей. Это вот в этом Пушкин. Он никогда... Не случайно мы все время вспоминаем этот заячий тулупчик, который дарит Петр Гринев Пугачеву. И помню, лучшие наши преподаватели в Московском университете всегда говорили, вот смотрите, крепость, да, вот Гоголь пишет, значит, чистота и безыскусственность взошла в «Капитанской дочке» на такую высокую степень, что сама действительность кажется перед нею искусственной. Простой комендант крепости, капитанша, поручик, сама крепость с единственной пушкой, бестолковщина времени и простое величие простых людей. Вот с этого надо начинать, вот с этой простоты. И нам говорили наши преподаватели, вот за кого здесь Пушкин, как вам кажется? С кем здесь Пушкин? Кто у него здесь отрицательный, а кто положительный? А невозможно ответить. Пушкин любит всех, потому что... Даже Швабрина. Швабрина он не может любить, он может его... Понять. Как сказать,
может быть, он его жалеет, что ли, может быть, потому что... Нет, ну Швабрин это отдельно. Здесь речь идет о чем? Пугачев, да, вот эти две стороны, и начальник крепости. Ну да, делает свое дело, а что ему делать? Он государев человек, да. Нет, но даже Швабрин, смотрите, он, конечно, подал низок и так далее, но он пытается все-таки его в какой-то мере оправдать теми чувствами, которые он испытывал. Ну да, он испытывает как Маша чувства, но Швабрин им мстят Пушкину. Да, естественно, конечно. Потому что он вырисовал этот образ. Эти негодяи-подонки себя узнали в этом образе, поэтому они потом действительно изничтожали и образ самого Пушкина, и навешивали на него всякие гадости, поклепов, вплоть до его нетрадиционной, понятной ориентации и все такое прочее. Ну да. И оправдывали, кстати, тех самых... Сами приехали со своей нетрадиционной ориентацией. Да. И, мы хорошо знаем, где пёкся этот заговор против Пушкина, и теперь уже ни для кого не секрет, что это была не случайная дуэль, что это была давно заготовленная, значит, операция по его ликвидации. Совершенно верно. Вот. Расскажите об этом, Евгений Юрьевич. И тут, кстати, та же Франция, да, вот, она играла не последнюю роль, а я думаю, что даже главенствующую роль во всех этих событиях. Расскажите хотя бы в 2 словах об этом, потому что вы сказали, что понятно, но надо как-то... Он был человеком ведь очень эмоциональным в личном плане, и потом у него было особое отношение к своей супруге. Она позволяла себя любить ему, а он, безусловно, был растворен в ней, как в женщине. Да. Вот. И они на этом сыграли. Ревность была. Да, темперамент. И когда они, значит, вот это послание известное, где его просто назвали рогоносцем, что типа ты дурачок, тебе жена направо и налево спровоцировали его, а он ответил, соответственно. Да. Поэтому это была сознательная провокация с тем, чтобы, понимаете, надо еще понимать культуру взаимоотношений дворянства в тот период. А защитить свою честь и достоинство можно было только на дуэли. Да. Не какими-то оправданиями, не какими-то... Запрещена дуэль или нет, это не имело значения. А он был дуэлянт опытный, кстати. Да. А кто они? Ну, то есть мы-то говорим обычно о Дантесе, но мы не говорим, кто за ним. Ой, это вот стояло как раз... Отдельное, Геккерин, который был его как бы опекуном, а на самом деле мы понимаем эту нетрадиционную, так сказать, ориентацию. Да. Но Геккерин это посол Дании, по-моему, да, или... По-моему, Франции. Или Франции. Они и приехали, собственно говоря, масоны. А за Геккерином стояла и, понятно, салонная знать Петербурга, которая органически не переваривала Пушкина. И особый характер, кстати, взаимоотношений с Николаем. Тут надо же все-таки вот такую вещь понимать, что в кругах дворянской знати и особенно высшего офицерства к Николаю I было очень презрительное отношение. Николая не любили, особенно в гвардии. Гвардейские офицеры, они его всегда презирали, исходя, так сказать, из особых черт личного характера Николая Павловича. Потому что его же называли Николай Палкин. Да. Дело в том, что Николай Павлович, он был человеком тоже довольно резким, прямым, и он, знаете, как не лез за словом в карман, когда у него возникли какие-то конфликтные ситуации, и он мог и послать, условно говоря, на 3 веселых буквы. А это же были сливки общества, это же были представители дворянской знати. И он никогда, вот в отличие, например, от того же Константина Павловича, он никогда не извинялся, не признавал свою неправоту. Вот, например, Константин Павлович, он в армейской среде вообще был боготворим, не только потому, что он вместе с Суворовым еще в юные годы, а он же очень был дружен с Милорадовичем. Почему и родилась потом идея, или вернее концепция того, что за восстанием декабристов стоял никто иной, как Михаил Андреевич Милорадович, генерал-губернатор Санкт-Петербурга, поскольку он хотел видеть на российском престоле после смерти Александра Павловича именно Константина Павловича. А он и должен был по Павловскому акту о престолонаследии и наследовать престол. Ведь мало кто знал просто о том, что он еще за несколько лет до смерти Александра отправил ему официальное письмо с отречением.
это письмо будет скопировано и храниться будет одна копия в Госсовете, другая копия будет в Синоде, и третья копия, не помню где, по-моему, в императорской канцелярии. Но о существовании этого письма знали всего 3 или 4 человека. Милорадович не был Но Милорадович, будучи любимцем армии, а он же начинал свою карьеру еще как суворовский, так сказать, офицер, понимаете? И они вместе, кстати, с Константином Павловичем принимали участие в знаменитом итальянском и швейцарском походах Суворова, понимаете? А вот. Пушкин как вписан в эту историю? Нет, я вам просто говорю о том, понятно, что есть контекст. Нет, я вам говорю, почему. Дело в том, что через Пушкина еще мстили и самому Николаю Павловичу. Угу. Потому что значительная часть вот этой аристократической салонной публики, они презирали Николая, понимаете? Угу. А Николай, зная это, кстати, сделал ставку именно на немецкое дворянство. Угу. Вот его события на Сенатской площади отвратили от русского аристократического дворянства. Он же не случайно сказал: русские дворяне служат государству, а немецкие дворяне нам. Поэтому у него практически вся верхушка государственного управления это были главным образом азейские, то есть прибалтийские немцы. Да. Дубельт, Бенкендорф, Клейн-Михель, Адельберг, ну и пошло-поехало. Катя, извините, Евгений Юрьевич, поскольку да. Евгений Юрьевич наше все, вот я думаю, надо вам вычленить эту тему и сделать еще одну это отдельно, программу, я согласна. потому что это такая цепь сейчас пойдет, вот связанная с... Она невероятна, она невероятна, и, кстати, есть очень интересный автор, по-моему, Щеголев его фамилия, написавший книгу, связанные вот там подробности подготовки к дуэли, включая того, что он посылает, Геккерин посылает кого-то там, я не знаю, куда-то на Урал, где делается кольчуга специально для Дантеса. И во время, одна из версий, и во время дуэли якобы рикошетит от пуговицы. Пушкин хороший стрелок был, хороший и опытный дуэлянт. Он стреляет в него, но рикошетит. И Дантес в шоколаде остается, а Александр Сергеевич погибает. Так что там длинная история, но больше политическую часть. И, конечно, Евгений Юрьевич в этом смысле абсолютно не только можно. Я только хотела вам в заключении, если можно, мы так немножко свернем эту тему, еще одну замечательную цитату из самого Пушкина вот по поводу Европы. Смотрите, что он пишет в 1935 году, то есть совсем незадолго уже до своего ухода. «Освобождение Европы придет из России». Освобождение Европы. Потому что только там совершенно не существует, то есть в России, предрассудков аристократии. В других странах верят в аристократию, одни презирая ее, другие ненавидя, третьи из выгоды и тщеславия. В России ничего подобного нет, в аристократию не верят. Еще раз Пушкин подтверждает свое вот это вот народное начало. Да. Будучи, конечно же, там мало того, что у него там дворянство в 7, там, по-моему, поколениях, так там еще огромное количество святых состоят с ним, оказывается, в родстве. Это тоже вообще удивительные вещи. То есть здесь мы видим, что вот этот исторический эпизод, эмоциональный такой контекст дуэли, что он вписан, понятно, и в государственные отношения, и в международные отношения, и все это, конечно, имеет значение. И вот если мы вернемся все-таки к литературе, то мы сказали про «Капитанскую дочку». Еще какие произведения? Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. «Аврора» представляет компанию «Акнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашего информационного агентства. Акнотика – это новое слово остекления объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагает двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов 3 компаний, и вы поймете, почему окна Акнотика доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. Акнотика. Надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Слушайте, ну я небольшой литературовед, тут на вкус, понимаете? Еще раз уточняю ваш вопрос, Катя. Значит, какие детей. произведения? То есть мы уже как бы переходим к другому вопросу. Да, что... 5 произведений Пушкина, которые должен 5 прочитать произведений. каждый для того, чтобы считать себя культурным человеком, который понимает вообще, о чем говорит. Я думаю, что нужно читать «Капитанскую дочку», а вслед за нею повести Белкина. Повести Белкина также прекрасны, потому что там есть станционный смотритель, где Пушкин. Кому сочувствует Пушкин? Только униженным и оскорбленным. Потом униженным и оскорбленными займется товарищ Достоевский. Да. Поэтому, Тема маленького человека. Тема маленького человека. Пушкин вообще всех всему научил. «Горе от ума» от Пушкина. Да, он же, да. Хлестаков, ревизор от Пушкина. Он сюжет даже сам Гоголю дал. Да. Пушкин раздавал всем. Какое богатство и какое, и то, что Пушкин замечательно, это его, поскольку я много лет нахожусь в писательской среде, я все время видела, что писатель – это явление тяжелое иногда, да, это всегда немножко ревность, а иногда и зависть и так далее. Пушкин весь состоит из какой-то вот красоты отношений к своему кругу. Он их любит, да? Но он видимо, знал себе цену, поэтому у него не было комплекса. Я думаю, что вот не только потому, что знал цену, да. это еще и какая-то внутренняя вот свобода. Ну, видимо, он воспитывался Ариной Родионовной, да. И она вот но это... он пишет, да, мой друг бесценный, я судьбу благословил, когда мой двор уединенный, печальным снегом занесенный, твой колокольчик огласил. Это Дельвигу. Ну, так ведь не напишешь только потому, что ты считаешь себя полноценным. Да. Так напишешь еще и от какой-то... Они все сидели за одним столом. Они сажали Арину Родионовну за этот стол. Она им накрывала стол, садилась с ними и хорошенечко выпивали. Это просто надо понимать культуру общения, потому что была непроходимая грань между дворянским сословием и всеми остальными. Конечно. Понимаете? И Пушкин в этом смысле, он действительно был народен, поскольку он притирал вот эту непроходимую грань. Надо просто понимать психологию. Декабристы ведь попробовали ее сдвинуть. Да? Хотя они сами не все были готовы, правильно сказал Ленин, да? Но, например, там Якушкин решил, да, и так-то у него все было в деревне хорошо, а он еще решил им дать свободу. Историю. А они растерялись, потому что они говорят, значит, свобода, а земля-то? А он говорит, а земля моя. А вот вы обратите внимание, вот если мы посмотрим на культурную, значит, атмосферу нынешнего времени, не только вот последних лет, но вот даже последних десятилетий, а вы много видите, например, каких-то программ, посвященных Пушкину, Нет, или, условно говоря, каких-то новых экранизаций по произведениям Пушкина, их практически нету. «Капитанскую дочку» относительно недавно, там, к какому-то юбилею сняли, и все. А ведь, ремейк сделали. Да, ремейк, да. Ну и то это послабее, чем было. Конечно. Да. А ведь почему? Я думаю, что во многом потому, что Пушкин ведь был еще и олицетворением свободного духа. Конечно. Понимаете? Он ведь не случайно. А ведь они читают иногда Пушкина. Ну что-то такое элегическое, такое что-то такое. Но ни в коем случае не клеветникам России. Да, ни в коем гражданственной лирики практически нету вообще. Только мы в КПРФ. Вот когда я готовила наши программы с ансамблем «Россия», это были литературно-художественные, музыкальные программы, там всегда звучала вот политическая лирика. Конечно. Всегда. В хорошем исполнении и так далее. И вы заметите, что вот все классики русской литературы всего 19-го, начала 20 века, я уже не говорю про советских классиков, они были гражданами по Некрасову. Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан. Да. И с этим я вспоминаю знаменитое выступление Михаила Александровича Шолохова, по-моему, на 24-м или 23-м партийном съезде. Он выступает. Он был мастер слова и афоризмов, и говорит, вот нас, советских писателей, на Западе обвиняют, что мы все пишем под диктовку партии. Дело обстоит несколько иначе. Мы пишем под диктовку нашего сердца, но наши сердца принадлежат партии. Да. Вот сейчас эти слова актуальны как никогда.
Потому что у нас сейчас хотят представить дело таким образом, что существует исключительно такая, знаете, чистая литература, чистая поэзия, что деятели культуры, интеллигенции должна быть вне политики, и пятое, десятое. Над схваткой и так далее, и так далее. Да, слушайте, почитайте статью ленинскую, замечательную о партийности в литературе. Партийная организация, партийная литература. Мы с этого начинали первый курс факультета журналистики. Конечно, понимаете, вот там квинтэссенция того, что собой должен представлять интеллигент с точки зрения гражданина и патриота своего отечества. Он должен стать ретранслятором идей, лучших идей, которые становились бы путеводной звездой для всех остальных. Настоящий интеллигент. А вот про либеральную интеллигенцию хорошо сказал Горький. Он говорит, либеральная интеллигенция и вообще, говорит, интеллигенция, ну, это Горький только мог так сказать, это, говорит, такая нянька для буржуазии. Да. Бесконечно. Вот. Ну, и так она и осталась. Слушайте, ну и для сегодняшней буржуазии. Слушайте, ну и этот, как и Ленин в данном случае был солидарен с Горьким. Он, кстати, в одном из его писем по поводу, значит, поведения Владимира Галактионовича Короленко, да, он же там написал, что интеллигенция, мнящая себя мозгом нации, на самом деле является ее говном. Да. Почему? Было такое слово, да. Потому что, я прошу прощения, цитата ленинская, потому что она является прислужницей той самой буржуазии. Но та интеллигенция, которая работает ради просвещения народа, вот там ключевое понятие просвещения народа, вот она и является подлинным мозгом и гордостью нации. И вот это четко шло разделение. У нас, к сожалению, сейчас значительная часть, в том числе и литераторов, в том числе и историков, моих коллег, является вот тем самым, или вернее той самой субстанцией, о которой говорил Владимир Ильич Ленин. Потому что они неприкрыто, совершенно мерзко, беспардонно служат интересам крупного капитала. Даже значит, опускаясь до откровенной фальсификации образа, например, Ленина. Понимаете? Возьмите того же Дюкова. Вот почему все его потуги вылить очередной ушат грязи на Владимира Ильича и представить его австрийским шпионом, я вот удивляюсь, а почему не Гаянским? Ну, им как Солженицын подсунул вот эту идею с Парвусом, так они ее и месяц. Это его знаменитое сочинение, мерзопакостное совершенно, «Ленин в Цюрихе». Да. Вот, сейчас мало кто о нем помнит, но я вот сейчас пишу книгу про Горбачева, 2-й том, и, значит, у Черняева, его помощника, очень желчного человека, необычайно желчного, самолюбивого человека, он там пишет: прочитал, значит, этого Солженицына «Ленин в Цюрихе» и порекомендовал Михаилу Сергеевичу. Михаил Сергеевич в полном восторге. Вот это живой Ленин, без, значит, мишуры, без лакировки. Между прочим, абсолютно бездарная вещь, даже с точки зрения того, как это подается. Слушайте, но он настолько был бездарен, сам этот Черняев, дебил конченый. Я просто приведу вам, цитатку, близкую к тексту из его дневника. Конченый подлец и негодяй. И вот такие подонки управляли нашим государством. Что он там пишет? Со статьей Цепко, до сих пор воняет этот, значит, тип, яковлевский халуй. Значит, со статьей Цепко, Панарина и Дилигенского началось такое развенчание марксизма-ленинизма, что вся идеология посыпалась в тартарары, особенно то, что касается фигуры Ленина. А дальше, слышите, дальше он пишет, не отходя от кассы. Я не знаю, у него уже, видимо, тогда начался необратимый процесс, значит, поток сознания, и он дальше пишет. И вот когда я смотрю на Горбачева, я в каждой черточке узнаю Ленина. Ты же понимаешь. Слушай, ты только что его сейчас поливал дерьмом. Так на всякий случай, понимаете, да? Я в каждой черточке узнаю Ленина. Я вам цитирую, что он пишет. Причем Горбачев не играет Ленина, он и есть второй Ленин. Вы представляете? Вот какой дурдом пишет этот человек, ничтоже сумняшися. Но ты же вроде пишешь дневник.
Не рассчитывай, наверное, на его публикацию. Ты, Кто его знает? да, слушайте, ты перед собой-то хотя бы будь честен. Сравнить Титана, Ленина с таким ничтожеством, как Горбачев, может тоже такое ничтожество. Вот это надо четко себе представлять. Евгений а Юрьевич, уж тем тот, более... кто нечестен, тот и перед собой нечестен. Да, согласен. А тем более поливать грязью Ленина на основе абсолютных фальшивок, чем занимаются наши так называемые оппоненты. Поэтому дискутировать даже с ними не имеет смысла. Почему? Ты дискутировать можешь с человеком, который исповедует даже противные тебе взгляды, политические, идейные, которые базируются на его высокой культуре и его знаниях. Да, на знаниях, да. Когда да, у него да, есть аргументы в оправдании своей позиции. Но когда тебе оппонируют люди, которые строят все свои знания на фальшивках, на сознательной фальсификации истории, как можно, это мошенники, как можно садиться играть в карты, условно говоря, с мошенниками, с наперстничками, у которых цель, основная и главная цель, не докопаться до истины, а обвести тебя вокруг пальца. И вот, к сожалению, сейчас, особенно вот в предвыбор известных нам событий, вот эта тема антисоветизма, антикоммунизма, антиленинизма будет только нарастать. И это надо иметь в виду. Она и нарастает. С другой стороны, они будут сейчас брать на вооружение товарища Сталина. А как уже же? взяли. Да, и при этом четко отделять патриота Сталина, красного императора Сталина, от, значит, фигуры Владимира Ильича, который был полукровок, который был и вот этот весь. Да. Поэтому я еще раз говорю, люди, будьте бдительны, не покупайтесь на эти лживые фальшивки, которые сейчас, я убежден в этом, вот которые особенно в ближайший месяц-полтора будут сознательно вброшены в общественное сознание, как в свое время в 1996 году на выборах Ельцина. Вспоминайте тогда совершенно лютую истерию, антисоветскую, антиленинскую, антисталинскую истерию, когда нам на экране показывали, да, потоки крови, прям вот стена, и, значит, льется кровь, говоря о том, что мы же не хотим возвращения к кровавым большевистским временам. Тогда голосуйте сердцем, тогда голосуйте за Бориса Николаевича, понимаете? И вот тот же самый нарратив, уже только в новой оболочке, сейчас будут использовать. Поэтому я и говорю, люди, будьте бдительны. Очень, очень правильно. Я только сейчас вот вспомнила и хочу еще раз, я довольно часто об этом говорю. Мы ругаем интеллигенцию, и есть за что ее поругать, безусловно. Вот, например, вот эта реклама, которая ведет ВТБ. Но почему интеллигенция творческая не возмутится? Что это такое? Они что, все получают у них гонорары, что ли, за это? Ужас. Это же борьба с русской культурой, Абсолютно. это унижение, это все, что угодно. Это глумление. Это вообще глумление над нашей классикой. Я хочу сказать, что, слава тебе, Господи, мы увидели людей в среде русской интеллигенции, нам повезло, советской интеллигенции, да, и одним из таких людей был, одним из таких художников, очень больших художников, был Виктор Сергеевич Розов, который сразу, как началась только перестройка, а был он человеком беспартийным, и вообще вокруг него было много либералов, особенно в литературном институте. Ну, современник, возьмите, там, например, они же начинали свое восхождение с пьес Розова. Да. Так вот, Виктор Сергеевич Розов пришел к Зюганову. Вот я до сих пор дружу с его сыном Сергеем Викторовичем Розовым, который тоже с нами, так сказать, продолжает путь. Однажды, когда началась, это был 96-й год, мы как раз ездили по агитационной кампании. По поводу Геннадия Андреевича и его избрания. И мы были в Ярославле, в театре. Ярославль это родина русского театра, сказать, русского театра, и с ней, конечно, был связан, безусловно, сам Розов. Кстати, Федор Волков был одним из организаторов убийства Петра III.
Ну как? Да, есть такая версия, но мы потом об этом Да, поговорим. это отдельно. Слово, Так вот, да. обращаясь там к студентам, а там было много студентов-актеров из актерского отделения, мне это очень понравилось и запомнилось на всю жизнь, потому что Виктор Сергеевич приехал уже больным человеком, но Ну, поехал он пожилой, с нами. да, потому что он уже. с 13-го года, Да, это ему да, уже да, за да. 80 лет И было. вот он сказал фразу, которую я все время теперь повторяю, и она со мной, вот почти пушкинская фраза, по силе того, что он понял. Он сказал: «Я должен вам сказать, что наш народ оказался неблагодарным по отношению к советской власти». Вот так, Виктор Сергеевич Розов. Так что они сегодня нам будут говорить, вот надо вспоминать, как себя вели честные люди. А их было достаточно много, просто их мало вспоминают. А Виктор Сергеевич один из ярких, конечно, русских, советских интеллигентов. И он нам помог собрать конгресс патриотической интеллигенции, да, русской, советской, и не только российской, можно сказать, российской, конечно. Это было почти 1000 человек. Там был весь цвет, там был и Распутин, и Белов, и Михаил Иванович Ножкин, который вот недавно от нас ушел, Царствие Небесное. Там были все. За что выступали, Лариса Георгиевна? Понятно, за что. Защищали советскую власть. Причем там были разные люди, там были верующие, неверующие, атеисты, все. Ну, люди с совестью, понимаете? Да. Там кто-то спорил, Василий Иванович Белов спорил, что все-таки коллективизация погубила там русскую Да, да. Все там было, но все защищали. Хотели сохранить страну. Хотели сохранить страну, да, именно в этом смысле. Потому что есть понимание, глубинное понимание, что общество же оно не бесконфликтно, и ничего не бывает, знаете, как на бумаге. Забыли. Сегодня бы надо, чтобы проснулась русская интеллигенция. Проснулась. Вот это очень важно. Понимание. Понимаете, есть какие-то частности, и можно действительно спорить по частностям, но есть какие-то фундаментальные вещи, которые являют основу самой цивилизации и самого народа, его народного духа. Вот если эти вещи будут уничтожены, то тогда погибнет и сама цивилизация. И вот, к сожалению, наши оппоненты, они сами того, может быть, и не понимая, возвращая нас к благословенным якобы временам Николая II, по сути дела, пытаются переформатировать сознание нашего народа. Но, слава богу, у нашего народа есть прививка, и их на Микине уже не проведешь. И рассказывать нам сказки по поводу того, что именно Николай II, как это договорился, Корчевников и... Корчевников. Да, и этот Егорушка, хреновушка, этот Холмогоров. Оказывается, Великую Отечественную войну выиграл Николай II и русская императорская армия. Понимаете? Я вот поэтому сейчас буду поступать в аспирантуру при Первом медицинском институте, и уже с своим научным руководителем договорился писать диссертацию, сразу докторскую. Значит, антисоветизм, антикоммунизм как наиболее тяжелая форма психического заболевания. Хорошая тема. Утвердят тему-то вам? Уже утвердили. Утвердили. А то я когда-то серьезно? Да, естественно. Шутка. Когда-то я хотела защитить кандидатскую по теме «Поэзия как стратегия». Сказали, что с такой темой ты не пройдешь никуда. Я знаете, что хотела еще, завершая вот теперь уже эту нашу, может быть, если вы разрешите, у Шолохова. У него есть рассказ, ранний, по-моему, рассказ, председатель Реввоенсовета. Там, значит, председатель говорит, с народом собрание проводит, говорит: давайте, товарищи, подсобим советской нашей власти. Старики сзади сначала сопротивлялись, но я их матерно агитировал. И все со мной согласились, что советская власть есть наша кормилица, и за ейный подол должны мы все категорически держаться. Вот это правда, да, то есть советская власть – это наша кормилица, с этим не поспоришь. И за ейный подол мы должны все категорически держаться. Я думаю, что об этом вспоминают очень многие. Сейчас среднее поколение вспоминает, что такое советская власть. Да, и молодежь тоже. Она ведь интересуется. Понимаете, СССР ведь стал уже мифом для молодых, там 15, 25, даже 35 лет.
То есть для людей, которые не жили в Советском Союзе. Им уже неприятна вот эта отрицательная мифология. Конечно, То есть они конечно. слушают этих либералов, они понимают, что это очень односторонний взгляд, и им уже это не нравится. Конечно, да. Потом они же не живут в безвоздушной среде, они общаются и с бабушками, и с мамами, и с папами. Да, и да, те, да, да, понимаете, и когда человек, например, сидит там в проголодь или сидит без работы, и он неизбежно будет вспоминать годы своей юности или зрелости, пришедшие на Советский Союз, понятно, что не в пользу нынешнего положения, то у детей априори возникнет интерес. А что же такое Советский Союз? А почему мы победили в войне? А кто такой Сталин? Ну и так далее, и так далее. А сейчас еще образование у нас устражается. Конечно. Вот я вчера прослушала, с ужасом я слушала, как теперь будут принимать высшие учебные заведения. Оказывается, там есть 100-бальники, Да, а и есть олимпиадники. И олимпиадники. Да. Это катастрофа. Это значит, действительно, оттуда не приедет из глубинки, да, человек. Он не сможет учиться, у него не будет денег. Ну, конечно, Что да. они сделали, да, между... Ну, да. С высшим образованием тяжелая история. Мы как раз хотели сегодня тоже затронуть эту тему, но стало понятно в ходе разговора, что Пушкин — это наше все, и ему, конечно, есть смысл посвятить целую передачу. Давайте завершать. Все-таки, посоветовав, порекомендовав литературу, мы сказали о повести Белкина «Капитанская дочка». Повести Белкина, это несколько повестей. Да, Повести несколько, Белкина. Да. Там «Стационный смотритель», там Там «Выстрел». Там... «Выстрел», да, знаменитый этот, ага. «Клеветникам России» и пятое произведение. Послушайте, дело в том, что я еще раз настаиваю на том, что для каждого возраста и для каждой категории всегда будет свой Пушкин. А мы считаем, что сказки знают все. Ну, далеко не все, к сожалению, сейчас больше знают там какой-нибудь «Властелин колец», понимаете? Да. У нас, к сожалению, ведь сейчас в таком детородном возрасте, условно говоря, те, кто, значит, сам воспитывался, понятно, еще в 90-е, в начале 2000-х годов. Мы воспитывались. Ну, конечно, да, конечно. да. Так называемое потерянное поколение. Я не считаю, конечно, что это потерянное поколение, это преувеличение. Но, тем не менее, ориентиры-то сменили, и они неизбежно будут, эти ориентиры. Поэтому здесь чрезвычайно важна воспитательная работа. Вот. И тут ведь воспитательная работа должна быть и в семье, и в школе. А в школе-то у нас кто учителя? Это проблема из проблем. Я под конец вам такую, из личного опыта. Я когда директором школы работал, мне, значит, приходит классный руководитель, подписывает документы на экскурсию. Вот. Я смотрю там на фабрику мороженого. Я говорю, слушай, ты уже задолбала. Я говорю, у тебя в прошлый раз на фабрику игрушек ездили, сегодня на фабрику мороженое, до этого ездили на фабрику пепси-колы. Я говорю, а ты в исторический музей ты их хотя бы возила? Я говорю, а ты куда-нибудь в Петрищево их и так далее? Ой, это неинтересно. Родители... Они говорят, им не интересно. Да, родители на это деньги сдавать не будут. Это правда. А ты для чего, классный руководитель? Ты должна воспитывать, в том числе и родителей, нерадивых. Ты должна им объяснять. Или я помню, когда я только-только пришел работать директором, а я пришел в школе, где дети сами убирали класс. А здесь моют, значит, на аутсортинг, уборщицы. Я, значит, родительский комитет собираю, говорю, что-то... Ну вот еще, значит, наши дети будут грязными половыми тряпками, значит, мы их оберегаем от этого. Я ей говорю, я человек прямой, я говорю, дур ты набитая. Я говорю, вот когда ты будешь старенькая, больная, и попросишь стакан воды у своей дочурки, чистоплюки, она тебя на аутсортинг сдаст. В лучшем случае тебе принесут, хорошо, если воды свежие, а то может быть какой-нибудь ослиной мочи. Понимаешь? И вот, то есть, вот это очень важная тема, потому что это есть суть национального кода. Совершенно верно. Понимаете, но это наша с вами тема. Давайте ее продолжим в следующий раз. Естественно, конечно. Вот, давайте. Наша современная школа, потому что это то, что в ней происходит. А насчет пятого, чуть не сказала пункта, пятой книги пушкинской, можно уже рекомендовать, наверное, ближе к старшим классам, конечно же... Евгений Онегин. Господи, боже мой. «Пиковую даму». Ну, я бы здесь поспорил. А знаете, почему бы я ее рекомендовала?
с комментариями. Потому что вот эта тема богатства в одну секунду, да, Актуально. она же актуальна сегодня. Сегодня молодые считают, что надо что работать, если можно в одну минуту выиграть миллионы, и все будет у тебя замечательно. За карточным столом. А вообще надо начинать с мальчишек и бальчиша. И если вы позволите, я вам прочитаю стихотворение замечательного современного поэта, можно сказать, поэта номер 1 сегодня. Ну, их нельзя, это как любил говорить наш бывший председатель Валерий Николаевич Ганичев, хотя он цитировал, по-моему, того же Шолохова: если писателей попросить рассчитаться на первый, второй, то выйдут все сразу. Первых, вторых не бывает. То, что у меня под рукой сегодня есть Светлана Сырнева, но это мы в следующий раз. Но вот что касается мальчишек и бальчишек, вот послушайте какое стихотворение, это Григорий Вихров. Вихров, я слышал, кстати, эту фамилию, да. Чей самострельный век, розарий клеветы, питомник серых дрязг и саженцев раздора. По памяти пройду, и образы чисты, и даже робкий луч — надежная опора. Не подчуя молвы соленым пирогом досужих остряков и плакальщиц суглобых, увижу чью жизнь жасминовым цветком, чью-то жизнь жасминовым цветком и русского певца, распятого на скобах. Вот ваши сундуки, доходные дома, здесь крышки не звенят, не стонут половицы, особняком дрожит заморская тюрьма, а слезы пьют и пьют отважные синицы. За ваш ли смрадный вой, за башли тучных вшей, за золотое дно потомственные крыши идут на смертный бой отцы кибальчишей и сами мальчиши, святые кибальчиши. Кто в бесконечный миг вмещает тишину молитвенного дня, пылающего слова, с надеждою глядит на мирную страну, на родину и жизнь спасенного покрова. Вот про мальчишей и кибальчишей. Гайдара надо читать обязательно вместе с Пушкиным. Спасибо. Лариса Георгиевна Баранова-Гонченко, Евгений Юрьевич Спицын и я, Кирбирева Катерина. Не переключайтесь, Аврора, с нами будет интересно. Спасибо, Катя. Да, спасибо большое. Да.